Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, автоматически наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, знаете, рака поставим. Это глава Чечни Рамзан Кадыров. Недавно он уже в 3-й раз попал под американские санкции. Я счастлив представлять Америку против лучшего дагестанского, точнее российского бойца. А это Джастин Гейджи, звезда смешанных единоборств. Американский боец, выступающий в UFC. Но что может объединять этих людей? В ноябре прошлого года группа американских бойцов UFC посетила Чечню. Их пригласили на день рождения одного из сыновей Кадырова, Адама. Спортсмены попали на видео, когда стреляли на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе в окружении чеченских силовиков. В этом университете в том числе готовят солдат для войны в Украине. Это далеко не единственный случай, когда звезды спорта вступают в тесный контакт с Кадыровым и его окружением. Уже многие годы Рамзан использует их для своего пиара, спонсирует спортивные организации и дарит дорогие подарки отдельным спортсменам. Но зачем ему это на самом деле? Спорт постоянно используется в пропаганде. Для этого даже есть специальный термин «спортсвошинг». Один из самых ярких примеров – то, как нацисты использовали в своих целях Олимпиаду 1936 года в Берлине. Об этой Олимпиаде снят самый известный пропагандистский фильм в истории – «Олимпия» Лени Рифеншталь. Я полагаю, что Рамзан Кадыров занимается тем, что сейчас на Западе называют спортвошинг. Но, на мой взгляд, то, что он делает, выходит за рамки спортвошинга. На мой взгляд, спортвошинг — это процесс отмывания репутации, использования спорта для улучшения общественного имиджа или для своего рода реабилитации на мировой арене. Я не уверен на 100%, что Рамзан Кадыров просто заинтересован в этом. Я искренне верю, что он рассматривает свое общение с бойцами как проявление маскулинности. В таком месте, как Чечня, маскулинность является существенной частью культуры, по крайней мере той культуры, которую Рамзан Кадыров пытается продвигать. Это можно назвать формой спортивной социализации. Он действительно придерживается идеи, что боевые искусства — это национальный вид спорта в Чечне, и что любой, кто хочет произвести впечатление на Рамзана Кадырова, особенно среди чеченцев, должен быть бойцом, будь то в клетке или на поле боя. Он ищет такого рода маскулинность. И лучший способ выразить эту маскулинность — ассоциировать себя с этими большими маскулинными бойцами. Так что это, я думаю, ключевой момент здесь. Но у Рамзана Кадырова были такого рода отношения и такой интерес к спортвошинг и с другими видами спорта. Как вы упомянули ранее, он также руководит футбольными клубами и занимается множеством других вещей. В 2018 году на чемпионате мира по футболу в России он был замечен с Мохаммедом Салахом, очень известным египетским футболистом. Это не обязательно была попытка продемонстрировать маскулинность Кадырова. Напротив, я думаю, что это была скорее попытка показать, что он способен общаться даже с самым популярным спортсменом-мусульманином на планете. А учитывая, что Рамзан Кадыров любит представлять себя кем-то вроде мусульманского посланника Кремля, то эта связь весьма значительна. Это демонстрация того, насколько влиятельным может быть Рамзан Кадыров в арабском мире, на Ближнем Востоке и так далее. В общем, есть множество причин, по которым Кадыров использует спорт в качестве инструмента для получения личной или политической выгоды. Он приглашает этих людей, они показывают его в хорошем, добром свете, и вот таким вот образом он может оправдать эти ожидания части населения, не чеченского населения, а вообще в целом те, кто знают Чечню и знают Кадырова и изучают его. И вот тут сразу возникает вопрос: ну вот он здесь убивает людей, а вот здесь он вот любит людей. Значит, не все так однозначно, правда посередине. И это больше делается для того, чтобы перебить информационную волну о том, что это диктатор, что это плохой человек, что его нужно посадить, наказать, тем, что вообще-то он заслуживает там уважения и тоже взаимной любви. Давайте мы ему простим все-таки. В долгой перспективе это работать не может, потому что, как это говорится, сделав там одно
благотворительность ты не стал благотворителем, но убив одного человека, ты уже стал убийцей. Так что в части Кадырова все его преступления, они зафиксированы, они имеют достаточное доказательство, и они должны быть то есть, доведены до логического, юридического ума своего, то есть с привлечением его к ответственности. А история о том, что он там пригласил спортсменов ради того, чтобы повеселить своего сына и заплатил за это огромные деньги из бюджета России, ну, я не думаю, что это даже хорошая тема. То есть не все это понимают, но для меня это тоже является преступлением. А для общества это может быть, вот молодец, веселит людей. Но увлечение Рамзана Кадырова единоборствами тесно затронуло и членов его семьи. На этом видео 17-летний сын Кадырова Али одерживает победу в бойцовской лиге «Ахмат», находящейся под полным контролем его отца. Он уверенно побеждает досрочно в первом раунде, но честность этого поединка оставила много сомнений у фанатов единоборств. Тренером детей Рамзана был Абдул-Керим Эдилов, бывший боец UFC и заместитель председателя правительства Чечни. В декабре 2022 года чеченские телеграм-каналы начали публиковать сообщения о смерти Абдул-Керима. Позднее источники «Кавказ Реалии» подтвердили эту информацию. Оппозиционные телеграм-каналы писали, что Эдилов попал в немилость Рамзана и был отстранен от воспитания детей главы Чечни осенью. Анонимные источники связывали смерть бывшего бойца с этими событиями. От надежных источников из Чеченской Республики поступила информация о том, что Адам Кадыров, сын Рамзана Кадырова, попал в аварию, в которой по его вине погибли 2 человека. При попытке скрыть данный инцидент Адама пересадили в машину охранника, чтобы скрыть его с места происшествия, на которой он затем сбил насмерть еще одного человека на пешеходе. На официальных ресурсах и на грозненском телевидении эта информация пока не озвучивалась. Уголовное дело в отношении Адама Кадырова пока возбуждено не было, следствие не проводится. Сейчас детьми Кадырова занимается звезда UFC, один из самых известных людей в мире единоборств Хамзат Борс Чимаев. Непобежденный чеченский боец, который тренируется и проживает в Швеции. Спортивные успехи и медийный образ Чимаева позволили ему набрать огромную популярность. Только в Инстаграме у бойца более 4,5 миллионов подписчиков. Эту аудиторию он использует в том числе для поддержки Кадырова. Хамзат регулярно посещает Чечню, тренируется с Рамзаном и его сыновьями. Последних он также часто сопровождает в заграничных поездках и знакомит со звездами спорта и спортивными функционерами из США. Однако почему спортсмены, выступающие в США, не боятся публично поддержать Кадыров? Один из любимых боксеров Рамзана, чемпион мира по 3 версиям, Артур Бетербиев признался, что получил гражданство Канады, чтобы выступать за границей. Однако не прекратил использовать свой медийный вес для поддержки чеченского руководства. И только один раз я вынужденно, не по моему желанию, капризу, выступил под другим флагом. Один раз. И как думаете, что там больше, российского или канадского? Они меня просто могли на первую очередь поставить в этот, заблокировать, просто не давать бои. А если это затянется, то просто освободить титул, потому что если я не защищаю титул, то есть не могу защищать титул по моей причине, из-за меня, так получается, из-за меня же, если я не могу. Спортсмены, тренирующиеся и получающие деньги в клубе «Ахмат», продолжают получать американские визы и выступать в США и Европе. Потому что пока у этого почти нет последствий, но скоро все это может измениться. Я полагаю, тут, по идее, должны отреагировать власти США. Почему лица, представляющие, так скажем, даже культуру Соединенных Штатов Америки, связывают себя и получают еще деньги, спонсирование от диктатора, который внесен в список, и все его имущество, и методы приобретения имущества этим диктатором тоже считается в США, для правительства США запретным. То есть и тут я бы, наверное, будь на месте правительства Штатов, проверил бы чистоту этих доходов тоже. Поскольку Рамзан Кадыров находится под санкциями Минфина, взаимодействуя с ним, эти спортсмены прямо сейчас потенциально нарушают закон. Эти санкции затрагивают любого гражданина США. И этот термин «гражданин» относится и к людям с временными визами в Соединенных Штатах тоже. Любой, кто работает или оперирует в Соединенных Штатах, не обязательно должен быть гражданином. Вы просто должны быть резидентом или кем-то с визой, работающим в Соединенных Штатах. Этот термин довольно общий. Таким образом, санкции и параметры санкций распространяются на самых разных людей в Соединенных Штатах.
абсолютно точно включая этих спортсменов. Я не верю в то, что эти спортсмены пошли на вечеринку по случаю дня рождения Адама Кадырова бесплатно, только потому, что им этого захотелось. Там определенно был какой-то денежный обмен. И если правительство США сможет это доказать, то это абсолютно точно будет являться нарушением санкций Минфина, и за это полагается очень солидный штраф. Всеми тремя бывшими чемпионами UFC руководит один и тот же менеджер. Его зовут Али Абдул-Азиз. Он американец египетского происхождения, или, по крайней мере, он проживает в США на данный момент. Али Абдул-Азиз, как известно, руководит подавляющим большинством бойцов ММА, которые также были замечены в связи с Рамзаном Кадыровым. Очевидно, что Али Абдул-Азиз является здесь общим знаменателем. Важно понимать, что именно он является большой частью этих отношений между бойцами UFC и Рамзаном Кадыровым. Я несколько раз связывался с Али Абдул-Азизом. Он не ответил ни на один из моих запросов или на запросы New York Times с просьбой дать комментарий. На протяжении многих лет наши отношения с Али Абдул-Азизом выглядели таким образом, что он регулярно отправлял мне СМС с угрозами. Всякий раз, когда я писал статьи о его бойцах, взаимодействующих с Рамзаном Кадыровым. Так что, очевидно, он хорошо осведомлен о моей работе, и она ему не нравится. Он посылал мне сообщения вроде «Я отправлю это Рамзану Кадырову» или «Как ты смеешь это писать? Если я когда-нибудь увижу тебя лично, посмотрим, что произойдет». Скриншоты некоторых из этих сообщений я уже опубликовал в Твиттере, так что люди хорошо осведомлены о моей позиции и о тех нелепых вещах, которые Али Абдул-Азиз говорил мне и другим журналистам в прошлом. Если для англоязычных и любых остальных людей является нормой то, что их, там, не знаю, президент, либо председатель парламента, любое другое главенствующее лицо убивает людей, пытает их, сажает в подвалы, похищает, вне зависимости от возраста, пола, вообще, то есть кого угодно, в том числе и детей, и женщин. Если для них это нормально, плюс если для них нормально, что этот человек будет, не знаю, заниматься рэкетом совершенно открыто, и вот все это он не будет скрывать, все это он будет частично подтверждать. И каких-то людей по тому, где они проживают, у них в стране он будет оскорблять по месту их проживания, например, по какому-то району. Если для них это нормально, то подпишитесь на него, смотрите его и любите его. Но если все то, что я вам сказал, для вас не является нормой, то, не знаю, напишите ему претензии. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и обязательно поделитесь этим роликом в своих соцсетях.